Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 19 октября 2022 года. Сегодня я вам расскажу, как я выращиваю перец цицак и все вообще сладкие и острые перцы, в принципе, от рассады, от семечки до урожая. Друзья, вот собран урожай. Напоминаю, что перец имеет несколько волн, и цицак в том числе. То есть 3 волны спокойно в нашем московском регионе под дугами можно вырастить без особых проблем. Вот эта грядка у меня 2,5 метра на 700 миллиметров. То есть, соответственно, сейчас посчитаем, сколько у меня здесь растений в итоге осталось, потому что 2 из них погибло. Был потому что ураганчик. Итак, давайте сначала. Для того, чтобы вырастить хороший перец цицак, необходимо, конечно же, вырастить хорошую рассаду. На рассаду перец цицак я высаживаю так же примерно, как и томаты, ранние томаты. То есть это конец февраля, начало марта. Самый оптимальный срок. Даже если вы припозднились и посадите перец цицак где-то в середине, в конце марта, все равно вы получите урожай, потому что земля все равно у нас в московском регионе. Я напоминаю, что я живу в московском регионе. В более южных регионах, возможно, необходимо корректировать эту всю эпопею, но я рассказываю конкретно, как выращиваю я. Мне достаточно для заготовок маринованного перца, потому что мы его маринуем в 99% случаев. Можно и в живом виде есть, он слабо острый. Но это касательно цицака. Рассаду выращиваем обычным способом. Я выращиваю ее либо в емкостях, в общих мисочках. Я использую для этого просто ящики пластмассовые, обычные дешманские из магазина, которые не покупая, а берешь вот за магазинами. Их обычно в большом количестве выбрасывают, застилая пленку, обязательно сделав дренажные отверстия. Много-много, просто проткнув чем-либо. Желательно потолще, потому что если будут тоненькие, как иголка, отверстия, то возможно загнивание корневой системы. Сложности в рассаде, честно говоря, они у меня не вызывают никакой. Уплотнение в рассаде тоже не вызывает никаких последствий. Какие-то прищипки, формировки в рассадной части тоже я не делаю. Подкормки такие же по мере необходимости, так же как и томаты, как и другие перцы. Следует помнить, что перец не склонен к перерастанию, поэтому недостаток света не грозит никакими ему последствиями, то, что он вытянется. Чем больше вырастет масса перца, как бы вегетативная масса перца до пересадки, в принципе, тем лучше. Главное, чтобы было место для развития корневой системы. Все вот эти разговоры о том, что при пересадке, если повредить перец, это все бред. Если перец еще молодой и у него не начал меняться цвет ствола, то его можно также и заглублять, как томаты. Ничего страшного от этого не происходит. Разрывая корневую систему, когда они растут в общей миске, тоже ничего страшного не происходит. В этом сезоне весна у нас была где-то в середине июня началась, поэтому перец первый месяц после посадки стоял, конечно, в очень ужасном состоянии. Это был просто какой-то кошмар. А сейчас я пойду отнесу все это дело в теплицу и при вас посчитаю, какой примерно урожай получается вот с этой всей связочки, с одной такой вот грядочки. И напоминаю, что это 3-я волна, 2 волны уже собраны и замаринованы. Перец цицак собирает в стадии технической зрелости. Это когда он с ярко-зеленого меняет цвет на чуть-чуть желтоватый. Вот в таком виде он идеален для заготовок. Дуська, ну что ты такая хорошая кошка у нас? Пойдемте. Друзья, решил я переместиться в теплицу, потому что возможны осадки. И я продолжу вам рассказ о выращивании перцев в Подмосковье. Что острых, что слабо острых, что условно острых. Можно даже раздеться. Высадка в грунт происходит на 40-50 день после посадки. Никаких прищипок, как Николай Пименов, я ничего не делаю, потому что смысла я в этом не вижу никакого. И в перце главное, чтобы он вырос здоровым и богатым. Если вы оставляете на уже созревание на перце плоды, то, соответственно, они уже третью или следующую волну давать не будут. Поэтому выбирайте либо дозаривать их
либо больше урожая. Пересаживаем его в грунт на 40-50 день. Главное, чтобы у нас корневая система не заняла всю емкость и чтобы было питание. Многие говорят о том, что перец очень тяжело переносит перелив, недолив. Перелив, да, согласен, подгнивание может начаться. А вот недолив, они, кстати, абсолютно нормальные. Я уезжал на неделю, они высохли, поникли ужасно. Ну, восстановились после полива, ничего страшного. Представляете, вот размер корзины, как в магазинах. Вот с 2 кустиков. И опад я собрал вот столько перца. Пересаживаем в грунт, когда температура грунта станет хотя бы 18 градусов. Потому что раньше пересаживать в грунт я не вижу никакого смысла. Во-первых, будут, скорее всего, возвратные заморозки. А при возвратных заморозках, если будет минус, вот такая вот рассада перца шикарная, она погибнет. Поэтому рисковать не стоит. Либо для того, чтобы сохранить вот эту дневную солнечную теплую энергию для ночи, чтобы пережить ночь, я использовал емкость с водой и полив теплой водой вечером. Именно и укрытие пленкой, либо лутростилом, кто чем укрывает. На мой взгляд, вот именно пережить заморозки, что весенние, что осенние. Сегодня 19 октября, напомню вам. Лучше всего помогает именно пленка. Она дает конденсат, и на вот этой грани происходит фазовый переход из жидкости в лед, воды. И на это тратится очень много энергии, и поэтому минус не проходит внутрь. После того, как температуры ночные у нас стабилизировались, угроза заморозка миновала, можно их, в принципе, открыть. Но помните, что рассаду, выращенную дома, при искусственном освещении необходимо закаливать. Поэтому вот именно нетканный материал в этом плане вам может очень сильно помочь, потому что первые дни он его защитит от ожогов ультрафиолетовыми лучами солнца. После недельки вот такого постепенного привыкания, если будут пасмурные дни, наоборот, это хорошо. В более щадящем режиме растения привыкнут, листовой аппарат привыкнет к такой солнечной энергии. Потому что иначе это чревато тем, что просто погорит вся листва, и растение, скорее всего, просто либо прекратит свое существование, как один из вариантов, и второй вариант, растение будет очень долго потом выходить из этого стрессового состояния. Рассада у меня стояла в этом году очень долго в чахлом состоянии. Я уже почти расстроился, подумал, что не будет никакого урожаю. Но, как всегда, он меня начал радовать уже с июля месяца. То есть пошли наращиваться плоды, цвел, наращивался. Что касается обработок, я тоже вам расскажу. И, соответственно, первая волна на цицаке всегда самая слабая. И вот когда начинаю собирать в эту волну урожай, да, собирай весь перец, что нашел, весь перец собирай. Вот давайте вот этот перчик, ой, отвалилась. Просто чтобы оценить масштаб сбора. Первую волну собираем весь перец. После этого он сразу выкидывает цветение. У него сразу начинается очень активное цветение и, соответственно, плодоношение. И вот эта вторая волна уже самая мощная. И третья. Вторая и третья волна самые мощные по количеству урожая. Поэтому в этот момент ему необходимо много влаги. Но следите за тем, чтобы корневая система у вас не сгнила. Потому что вы ничего не получите иначе. Вот морковку получите, хрен с бугра, как говорится. Что касается обработок. После высадки я обрабатываю медным купоросом вместе с томатами. Это помогает защититься от грибковых инфекций и также помогает защититься от слизней, потому что медный купорос, я, честно говоря, изначально только ради грибковых, но потом я посмотрел, что это именно помогает еще и от слизней. Поэтому рассаду вашу они могут сожрать, вот эти маленькие твари, если вы ночью выйдете. У меня, кстати, есть видео конкретно про борьбу с... Уже даже складывать некуда. Есть видео. Короче, я по одному кусту не буду взвешивать. Я он буду в пакет складывать. По борьбе со слизнями, которые меня в этом году просто замордовали, атаковали по-дикому. Дорогие друзья, пока я вот рассказываю, показываю, вы обязательно пишите вопросы. Ставьте лайки, потому что видео я старался, для вас снимал.
Вы его смотрите, уже досмотрели как минимум до середины, поэтому, думаю, оно вам нравится. Поэтому не забудьте поставить лайк. Кстати, вопросы все можно задавать в Дзене с фотографиями. Если вам необходимо задать вопрос с видео, то подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании к данному ролику. Что касается, там, формировать надо, коренной цветок отрывать, все это бред. Просто все перцы любят, когда вы начинаете обрывать его. Вот первую волну обязательно надо обрывать всю. Вот как они начинают менять цвет, и все сладкие сорта, они тоже прекрасно уже могут быть употреблены в пищу. И, соответственно, вы получите уже пищу, а перец получит сигнал к увеличению урожая. То есть вы получите в общей сложности большее количество урожая. Что я не рекомендую категорически, это сажать в одну грядку с огурцами. У меня была потеря урожая сладкого перца. Ну, он был, конечно, но это в таких количествах мизерных, что можно сказать, что его и не было. Поэтому вот с огурцами не стоит сажать. Уж лучше рядом помидоры посадить, будет лучшее соседство, нежели соседство с такими вот растениями, как огурцы. Они затмили все. Короче, я снимал отдельный ролик даже на эту тему, рассказывал вам. Что касается сохранения, продления срока вегетации, то раньше, чем земля прогрелась 18 градусов, не рекомендую высаживать. И выкапывать их, уже убирать с грядки, точнее, можно в октябре месяце, если осень не слишком морозная. Хотя в сентябре у нас были минусы. Но я подготовился, я поставил туда, в этот туннельчик, баклажку 18 литров с водой. И укрыл пленкой. И поливал вечером тепленькой водичкой. Сначала из бочек, потом дома из горячего водопровода набирал, поливал по 1-2 леечки вечерочком. Соответственно, конденсат выпадал на стенках. И, соответственно, все, как я и ранее сказал. У перца, на мой взгляд, одна большая проблема. Это вот эти вот гады, слизни. Как с ними бороться, я описывал в других роликах, и поэтому тут особо вдаваться не буду. Но скажу одно, что ранняя обработка медным купоросом, на мой взгляд, очень хорошее действие. Потому что, во-первых, до сбора урожая еще очень далеко, поэтому какого-то вредного воздействия на человека медный купорос приносить в этом случае не будет. Доза, минимальная доза, я обрабатывал 20-25 грамм на 10 литров. То есть это небольшая, не критичная доза. Вот какое шикарное растение, видите, да? Вот это вот, на мой взгляд, такое вот растение заслуживает того, чтобы его вырастить. Просто для красоты. Кстати, острые сорта перца, если вы не едите острого, можно выращивать просто для красоты. Чисто вот для красоты, того, чтобы вам это было красиво, для цветника. Можно, у меня выращивал много сортов, чисто для красоты, декоративно, и его не употреблять в пищу, а высушивать, например, и использовать как натуральное средство от вредителей. Те же самые слизни, говорят, не любят по толченому, по вот этому порошку бегать. Но я уверен, что они никто не любит особо, хотя перец и острый, даже самый острый перец, они все равно жрут сволочи. Вот они достали, если честно. Уже какой раз я в этом ролике вспоминаю про наших милых друзей слизней. Ну, как вы видите, перец цицак, он высокоурожайный. Я его не назову ни средний, ни нормально урожайный. Он высокоурожайный перец, потому что на одном растении минимум более 10 плодов, даже на самом чахлом. С учетом того, что с него собирали, ему было неудобно. Какие подкормки, кроме обработок, я использовал? Кстати, кроме медного купороса, больше никаких обработок я не использовал. Формировку я уже сказал, не использовал. Обрабатывал я уже подкормками. Подкормка под корень — это настой травы, настой золы. Если есть, если нет, то настой извести или доломитовой муки. Учтите, что грядка должна быть заготовлена заранее, и почва лучше использовать очень жирную, хорошую, питательную. То есть с осени сейчас готовите эту грядку. Я не знаю, когда выпустится ролик, времени не совсем хватает на монтаж всех этих видео. Только хватает хотя бы на съемку. Выращивание перца
То, что в Подмосковье говорили, ой, я тоже сам когда начинал, я, честно говоря, вообще не верил, что перец можно вырастить в Подмосковье. Ну, думал, в теплице с трудом можно. И только у единиц это получается. А на самом деле тут сложного ничего нет. Нужно трудолюбие, потому что земля вам отблагодарит только взаимно. Если вот такие вот вы верите в рассказы, что сам посадил палку, там воткнул и все выросло, это все брехня с точки зрения того, что, в принципе, я тоже уже, все говорят, что он там что не воткнет, все вырастет. Да, оно все вырастет, но без труда, пока, как говорится, сколько ты раз земле поклонишься, столько она тебя отблагодарит. Поэтому не забывайте ухаживать за своими растениями, соблюдать основные принципы. То, что грядку готовить нужно заранее, то, что подкармливать растения нужно заранее, то, что полив перец просто обожает. И без полива вы получите тонкую стенку, ненасыщенный вкус. А если будете, наоборот, заливать в момент сбора, уже близко к созреванию перца, то, наоборот, получите не ярко выраженный вкус. Поэтому стенка будет толстая, постоянно заливать, а вкусовые качества пострадают, потому что слишком много воды тоже не нужно. Поэтому нужно сажать на своем участке, на конкретно своем, пробовать сажать, выращивать, проверять на некоторых, как бы не сразу на всем, там, услышал в интернете, там, он сказал, так надо, и все, начинаешь так делать. Можно потерять вообще весь урожай. Лучше пробовать там на одном, на двух кустах. Попробовал, получилось. Не попробовал, не получилось и не узнал, поможет оно тебе или не поможет. Не знаю, большой это урожай или небольшой, но, на мой взгляд, достаточный. Дорогие друзья, поставьте лайк, если еще не поставили. Я сейчас нахожусь в теплице, той, которой будет вот эта вот теплая теплица, у меня двойная. Здесь в обоих грядках подогрев. То есть я буду экспериментировать всю зиму. Вообще сейчас хочу посадить редиску уже в октябре, но дело непочатый край, еще на улице не убрано ничего, скоро снег выпадет. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях, пишите о ваших успехах, о ваших личных достижениях. Может быть, есть способы проще, которых я не знаю. Вы посоветуете, я испробую на себе, расскажу другим, поделюсь. Или можете втихушку делать только у себя, получать гигантские урожаи и ни с кем не делиться. Но так неинтересно. Интересно все-таки рассказать, поделиться, на мой взгляд. Дорогие друзья, до свидания. Хорошего вам урожая.